Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал об узорах крючком. Сегодня я вам хочу показать, как можно связать вот такой вот интересный, оригинальный, неизбитый кардиган из пряжи Alize Diva. Ну что, свяжем? Итак, начнем наше вязание с обзора пряжи, ниточки, с которыми я работала. Напомню, вы можете брать любую пряжу, какая у вас есть. Возможно, ваши ниточки вам нравятся больше. Я расскажу пряжу, с которой работала я. Называются они Alize Diva. Дальше смотрим. В моточке 100 грамм, в 100 граммах 350 метров. Дальше цвет по порядку идем. Цвет 145. В принципе, передается на камеру, как он есть на самом деле. Дальше по составу это стопроцентная микрофибра. Как она так, конечно, называется? Акрил. Микрофибра акриловая, наверное. И здесь, получается, нам советуют производители брать крючок от единички до тройки. Ну, в зависимости от того, какой у вас узор, какая у вас плотность вязания. Я буду работать с крючком номер 3. Вот. Вы, в свою очередь, берете также свою пряжу, смотрите аннотацию к пряже, какой вам советует крючок, чтобы у вас все получилось. Не забывайте вязать образец, для того, чтобы понять, какая все-таки плотность вязания вам больше всего понравится. Либо более рыхлое вязание, берете более крючок потолще. Если плотное, крючок потоньше. Ну что, свяжем? Итак, вяжется данный кардиган, получается, со спинки. Центр спинки начинается так вот увеличиваться, квадратик увеличивается, увеличивается, увеличивается до рукавов. Далее переходим на рукава, делаем полочки. Ничего сложного, я вам все покажу, все расскажу. Итак, для начала что мы делаем? Мы делаем кольцо амигуруми вот таким вот образом. Дальше вводим крючок, захватываем ниточку и делаем первую петельку. То есть просто воздушная петелька. Раз. Все, вот наше колечко готово. Мы будем работать именно с этим колечком. Делаем еще 2 петельки подъема воздушные. Раз, два. Теперь накид. Нырнули непосредственно в наше колечко, вытянули ниточку и провязали столбик с накидом. Первые 3 петельки это тоже имитация столбика с накидом. Далее 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Накид. Опять нырнули в колечко и провязали еще таких же 2 столбика с накидом. Раз, и сюда же 2. Опять 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Точно так же нырнули в колечко и провязали 2 столбика с накидом. Раз, два, 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И последний раз провязываем еще 2 столбика с накидом. Нырнули в колечко, столбик с накидом раз и столбик с накидом 2. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Теперь смотрите, так вот петельку оставим. Беремся вот за нашу ниточку, наше колечко, и аккуратненько эту ниточку подтягиваем. Все наши столбики соединяются. Так. Возвращаемся к нашей петельке, которую мы оставили, и присоединяемся вот к 3 петельке подъема, которую мы с вами провязывали. Просто присоединяемся соединительной петелькой. Все. В итоге у нас, смотрите, с вами получается вот такой вот интересный квадратик. Видите? Дальше что мы с вами делаем? 3 петельки подъема. Раз, два, три. Имитация столбика с накидом. Накид. Вот у нас идет следующий столбик. Беремся, получается, за его верхушечку и провязываем в него столбик с накидом. Есть. Дальше у нас идет, получается, как бы, ну так вот, и смотрим на квадратик, да, уголок, 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 уголок. В каждом уголке на протяжении всего вязания мы будем провязывать с вами 2 столбика с накидом. Смотрим. Раз. Сюда же 2. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И опять вернулись сюда же, в эту арочку, и провязали еще 2 столбика с накидом. Раз, два. Мы так формируем, получается, уголок, видите? И всегда в каждом ряду, в каждом уголочке мы будем провязывать 2 столбика с накидом, 3 воздушные петельки, 2 столбика с накидом. Дальше, смотрите, вот наши 2 следующих столбика. Мы беремся за верхушку и провязываем в каждый столбик столбик с накидом. Раз, два. Теперь опять вот в эту арочку провязываем наш уголок. Все то же самое. Накид. В арочку провязываем 2 столбика с накидом. 3 воздушные петельки. Раз, два,
3, вернулись сюда же и опять провязываем 2 столбика с накидом. Раз, 2. Когда мы делаем 3 воздушные петельки, у нас автоматически, видите, поворачивается наше вязание, формируется уголок. И вот так вот провязывайте до конца ряда. Угу. А здесь я вас встречу. Договорились? Совсем не сложно у вас получится. Давайте. Так, смотрите, вот наш квадратик практически готов. Провязали мы уголок и присоединяемся вот к нашим 3 петелькам подъема. В 3-ю петельку аккуратненько ныряем, вытягиваем ниточку и ее же протягиваем через петельку на крючке соединительный столбик. Все, наш квадратик готов. Дальше смотрите, что мы делаем. 3 петельки подъема. Раз, два, три. Дальше 1 воздушная петелька дополнительно будет у нас 4. Так, теперь смотрите, накид. Пропускаем следующий столбик, так, и через столбик провязываем столбик с накидом. У нас формируется вот такое как бы окошечко. Дальше 1 воздушная петелька. Переключаемся опять через столбик. Через столбик получается вот наша арочка. В нее провязываем 2 столбика с накидом. Раз. Сюда же 2. Формируем уголок. 3 воздушные петельки. Раз, 2, 3. И опять вернулись в нашу арочку. 2 столбика с накидом. Раз. И сюда же 2. То есть повернулось наше вязание. Теперь смотрите внимательно. Делаем воздушную петельку. Первый столбик, получается, мы с вами провязываем. Раз. Воздушную петельку. Следующий столбик пропускаем. И через столбик провязываем столбик с накидом. Воздушная петелька. Следующий столбик пропускаем. И следующий столбик с накидом. Воздушная петелька. Столбик пропускаем. И получается вот в эту арочку столбик с накидом. Смотрите, ничего сложного. У вас формируются вот такие вот окошечки. Видите? Все, опять формируем уголок. Столбик с накидом 1, столбик с накидом 2. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Опять вернулись сюда же и сформировали еще 2 столбика с накидом. Все, уголочек. Опять воздушная петелька. Здесь будьте внимательны. В первый столбик делаем столбик с накидом. Воздушная петелька. Столбик пропустили в следующий столбик с накидом. Воздушная петелька. Столбик пропустили в следующий столбик с накидом. Воздушная петелька. Столбик пропустили и получается в арочку столбик с накидом. Поняли, да? Мы с вами делаем весь ряд, состоящий из таких вот окошек. Вообще не сложно. Давайте самостоятельно провяжите до конца ряда, и здесь я вас встречу. Угу. Давайте, у вас получится. Так, смотрите. Вот наш квадратик немножечко подрос. Как мы заканчиваем вязание? Вот наш последний столбик с накидом, воздушная петелька. И помните, мы сделали 3 петельки подъема и в 1 воздушную петельку по узорчику, чтобы было окошечко. Так вот, в 3-ю петельку нырнули, вытянули ниточку и ее протянули через петельку на крючке. Все, соединительная петелька. Вот такая красота у нас получается. Дальше, смотрите, 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Теперь будьте внимательны. Накид. Опускаемся вот на ряд ниже к столбику. Смотрите как. Захватываем его справа так вот налево, сзади наперед, столбик перед крючком. Вытянули ниточку, подтянули вот так вот на высоту наших петелек. Держим, не провязываем. Считаем. 1. Накид. Еще раз. Опустились. Вот таким вот образом танцуем, так скажем, да, перед нашим столбиком. Подтянули. 3-й раз. Накид. Точно так же захватили наш столбик. Вытянули ниточку. Теперь все провязали вместе за 1 раз и зафиксировали. Вот такой вот пышный столбик у нас получается. Плюс ко всему он у нас на этой стороне получается как рельефный лицевой, называется пышный столбик. Дальше воздушная петелька. Теперь накид. Вот наш столбик. Точно так же делаем и с ним. Опустились на ряд ниже, захватили справа налево, сзади наперед. Столбик перед крючком, вытянули ниточку. Подтянули на высоту петелек. 1 считаем. Держим, не провязываем. Накид. Точно так же. 2. Накид. Точно так же. 3. Все вместе провязали. Зафиксировали. Как вам? Несложно. Опять воздушная петелька.
И точно так же, следующий по порядку у нас столбик, мы танцуем около него. Раз, два и три. Все вместе провязали, зафиксировали. Воздушная петелька. Теперь переключаемся вот на нашу арочку, на наш уголок. Формируем уголок. Как и договаривались, все время уголок одинаковый. 2 столбика с накидом. Раз, два. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Формируется поворот. Так. И сюда же, в эту же арочку, провязываем 2 столбика с накидом. Раз, два. Угу. Теперь смотрите, что мы делаем. Мы с вами делаем одну воздушную петельку. И теперь переключаемся на следующий ряд. Смотрим внимательно. Вот у нас, получается, были окошечки. Да? Вот столбик, окошечко и 2 столбика. Получается, мы с вами пропускаем один столбик из нашей арочки, получается, предыдущего ряда. И во второй столбик, вот он, мы начинаем с ним работать. Около столбика начинаем танцевать, формировать пышный столбик. Раз, два, три. Провязали, зафиксировали. Воздушная петелька. Вот наша окошечко, воздушная петелька. Точно так же. Следующий столбик. Танцуем около него. Раз, два, три. Все вместе провязали, зафиксировали. Вот такие вот рельефные у нас пышные столбики формируются. Точно так же. Воздушная петелька. Следующий столбик. Вот. Тут вы не ошибетесь. Раз, два, три. Провязали все вместе и зафиксировали. Воздушная петелька. Идем дальше. Раз, два, три. Провязали, зафиксировали. Воздушная петелька. Вот наше окошечко пропускаем. Вот первый столбик берем. Раз, два и три. Провязали, зафиксировали. Поняли, да? Дальше. Получается, мы с вами переключаемся на уголок. Для начала воздушная петелька. И провязываем 2 столбика с накидом. Раз, два. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И опять сюда же провязываем 2 столбика с накидом. Уголки мы провязываем одинаково в каждом ряду. Воздушная петелька. И точно так же столбик пропустили, в следующий столбик начинаем провязывать наши пышные столбики, рельефные, лицевые. Провязали, зафиксировали. И вот так вот шагаете, получается, полностью по всему квадратику. И мы с вами встретимся вот здесь вот, в самом начале квадратика. Все, ничего сложного, все понятно, все доступно. Провязывайте самостоятельно, и мы здесь встречаемся. У вас получится. Так, смотрите, вот провязали наш квадратик. Вот что по итогу получается. И как мы заканчиваем наш ряд. Провязали рельефный пышный столбик, одну воздушную петельку. И вот, смотрите, там, где у нас верхушка нашего пышного столбика, мы к нему присоединяемся соединительной петелькой. Все, наш ряд закончен. Дальше 3 петельки подъема. Раз, два, три. Одна воздушная петелька для окошка. 4. Теперь смотрите, переключаемся. Накид. Вот наш следующий столбик. Беремся за его верхушку и провязываем столбик с накидом. Формируется опять вот такое вот окошечко. Воздушная петелька. Переключаемся к следующему столбику. Беремся за его верхушечку. Так, и провязываем еще столбик с накидом. Воздушная петелька. И смотрите, переключаемся вот на наши столбики из арочки. Вот в первый столбик. То есть по порядку шагаем по нашим окошечкам. Так, есть. Вот наши окошки формируются. Воздушная петелька. Получается, столбик пропускаем и следующий вяжем в арочку. Формируем уголок. Столбик с накидом раз. Сюда же столбик с накидом 2. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Поворот. И сюда же 2 столбика с накидом. Столбик с накидом раз. Столбик с накидом 2.
Дальше, смотрите, воздушная петелька, столбик первый пропускаем, во второй провязываем столбик с накидом. Есть. Воздушная петелька, теперь столбик с накидом мы провязываем вот верхушку нашего пышного столбика. Беремся за верхушечку и провязываем столбик с накидом. Воздушная петелька, опять перепрыгиваем воздушный, получается вот это окошко, и там, где у нас верхушка нашего пышного столбика, беремся за верхушечку, столбик с накидом. Видите? Воздушная петелька, опять беремся за верхушечку и столбик с накидом. Воздушная петелька, за верхушечку, столбик с накидом. Воздушная петелька, за верхушечку, столбик с накидом. Воздушная петелька, смотрите, окошко пропускаем, вот в первый столбик, столбик с накидом, воздушная петелька, и переключаемся на уголок. Опять будем провязывать 2 столбика с накидом, 3 воздушные петельки, 2 столбика с накидом. Вот у нас формируется опять окошки, видите, окошки, окошки. И вот так вот шагаете самостоятельно, да, одну сторону, вторую сторону, и вот здесь мы с вами встречаемся. Несложно, я думаю, что совсем не сложно. Давайте самостоятельно, у вас получится. Так, смотрите, вот наши окошечки сформированы, вот что по итогу получается, все ровненько, аккуратненько. И присоединяемся к началу нашего ряда. Вот мы, получается, провязали с вами последний столбик. Так, столбик у нас с накидом. Делаем воздушную петельку и провязываем 1, 2, 3 к третьей петельке подъема, делаем соединительную петельку. Оп, все, ряд наш закончен. Следующий ряд будет точно такой же, повторение, то есть опять будем делать квадратики. 3 петельки подъема, 1, 2, 3. 1 воздушная петелька для окошка, накид, и вот шагаем по нашим столбикам, четко по столбикам. Столбик с накидом 1, воздушная петелька, столбик, столбик с накидом 2, поняли, да? Воздушная петелька, то есть окошки формируются над окошком окошко, видите, тут вообще ничего сложного. И шагайте так дальше. Воздушная петелька, опять столбик с накидом, воздушная петелька, получается один столбик пропускаете, и потом у нас тут уже арочка. Формируем уголок, столбик с накидом 1, столбик с накидом 2, 3 воздушные петельки, 1, 2, 3, и сюда же столбик с накидом 1 и столбик с накидом 2. Все, ничего сложного. Опять воздушная петелька, первый столбик пропускаем, и в следующий столбик столбик с накидом. Есть. Воздушная петелька, и по столбикам опять шагаем. То есть ничего сложного. Вы повторяете точь-в-точь предыдущий ряд. У нас получается 2 ряда. Мы формируем вот такие вот окошечки. Угу. Я думаю, вы справитесь самостоятельно. Давайте полностью провяжите весь периметр нашего квадратика. И здесь вначале мы встретимся. У вас получится. Давайте. Так, смотрите, вот он, целый второй ряд у нас квадратиков наших готов, окошечек. И мы заканчиваем ряд. Точно так же столбик с накидом, воздушная петелька, 3 петельки подъема к третьей петельке, присоединяемся и провязываем соединительную петельку. Все, ничего сложного, видите? Дальше мы будем повторять с вами ряд, который у нас был с пышными столбиками. Опять 3 петельки подъема, 1, 2, 3, накид. Возвращаемся на ряд ниже и начинаем танцевать вокруг нашего столбика. Точно так же, как мы с вами делали пышные столбики. 1, 2, 3. Провязали, зафиксировали. Воздушная петелька. И опять следующий столбик. Точно так же. 1, 2, 3. Провязали полностью за один раз все. Зафиксировали. Воздушная петелька. Следующий столбик. 1, 2, 3. Провязали, зафиксировали. Воздушная петелька. И вот так вот шагаете, провязываете весь ряд ваших столбиков, которые формировали такие вот окошечки, да? Воздушная петелька. Следующий столбик. 1, 2,
3, провязали, зафиксировали, воздушная петелька. Опять первый столбик берем нашего уголочка, да, 1, 2, 3, провязали, зафиксировали, воздушная петелька. И теперь переключаемся вот на нашу арочку. Опять, как мы и договаривались, 2 столбика с накидом, 1, 2, 3 воздушные петельки, 1, 2, 3, и сюда же вернулись, и опять 2 столбика с накидом, 1, 2, воздушная петелька, 1 столбик пропускаем, и вот следующий столбик начинаем провязывать опять рельефно-лицевой пышный столбик. И вот так вот вы опять шагаете, то здесь ничего сложного, вы уже так провязывали, вы так шагаете до конца ряда, то есть полностью всю сторону провязываете. Все. То есть суть узорчика какая? То есть получается, вы провязываете вот пышные столбики, ряд, 2 ряда просто окошек. Дальше пышные столбики, 2 ряда окошек, пышные, 2 ряда окошек. Понимаете? То есть здесь ничего сложного. И самое интересное, что вот так выглядит, получается, узорчик с этой стороны. С другой стороны, смотрите, переворачиваем. Наверняка вы уже поняли. Оп, видите? Он выглядит немножко по-другому. То есть здесь будет видно рельеф. Здесь, получается, будет изнаночные, такие, скажем, рельефные столбики. Но за счет этого будет и красиво, интересно и симпатично. Понимаете? То есть в дальнейшем, когда вы свяжете квадратик побольше, вы поймете, какая сторона вам нравится больше. Такая сторона у вас будет, естественно, лицевой. Угу. То есть либо вот так вот гладенько будет, либо вот так вот будет рельефно. Все. Теперь вы увеличиваете свой квадратик на тот размер, какая у вас спинка. То есть вы измеряете сантиметром спинку от, скажем, подмышки до подмышки, так? То есть приблизительно. И вы, естественно, начинаете формировать квадратик. Схемку я вам приложу, по которой мы будем дальше работать. И вы все прекрасно поймете. Давайте пока увеличивайте квадратик. Так, смотрите, вот мой квадратик. Вот такой вот он, уже большой, видите? Вот такой вот большой. Я провязала уже 44, получается, сантиметра. То есть от края через центр до края я померила. У меня 44 сантиметра. Что мы делаем дальше? Я ориентируюсь, смотрите, вот на такую схемку, которую я нашла в интернете. Я вот так оставлю, вы ее сфотографируйте, заскриншотьте. Так, схемка ходит в интернете в общем доступе. Так, смотрите, я ориентируюсь на какие цифры. Вот мы смотрим сверху. 36, 38, 40, 42, 44, 46. Я вижу на размер 44. Значит, моя циферка будет 5 по порядку. Видите? 1, 2, 3, 4, 5. 5 по порядку. Вид со спины. Вот наш квадратик. Вот наш центр. Так. И получается, сейчас я провязала вот до рукавов. Это вот такой вот мой квадратик. До рукавов. Как только я провязала 44 свои сантиметра, я начинаю оставлять здесь расстояние. То есть квадратик будет и дальше расти, да? Только здесь будут дырки вот такие вот для рукавов. Каким образом я это делаю? Смотрите. Вот мой квадратик. Я уже провязала 44 сантиметра. И затем я начинаю опять новый ряд. Вяжу, вяжу, вяжу до угла. До угла дошла, повернулась. И вот с этого момента, после угла, я оставляю не провязанными вот такие столбики. Я просто делаю воздушные петельки. Так? Воздушные петельки, то есть поняли, это будет в дальнейшем рукавчик. У меня здесь по моей схемке, если внимательно посмотреть, вот мой рукав, так, у меня циферка 5. 1, 2, 3, 4, 5. Написано 22 сантиметра. То есть здесь я должна оставить 22 сантиметра и дальше продолжаю вязать квадратик. Поняли? Опять дошла, 22 оставила и дальше продолжаю вязать квадратик. Но так как у меня Ализе Дива, так, она очень хорошо тянется, не забудьте, когда будете вязать, то я в данном случае сделала на 2 сантиметра поменьше. Так, вот у меня здесь, видите, 20 сантиметров. Это просто особенность пряжи такая. Я сделала 20, потому что она потом потянется, она обязательно потянется. Я не хочу, чтобы моя подмышка была на уровне пупка. Поняли, да? Все. Я, получается, сделала просто 20. И дальше я продолжаю опять тем же узорчиком, получается, по порядку у меня идут окошечки. Вот, я окошечки вяжу, вяжу, вяжу. Опять по низу прошлась окошечками, провязала, провязала, провязала. Завернула уголок.
Вяжу, вяжу, вяжу. Опять просчитала, сколько мне здесь необходимо, 20 сантиметров. У меня здесь получается 48 воздушных петелек. Я провязала 48 воздушных петелек, дошла до уголочка. Вот, дошла до уголочка и повернула, и опять обратно так вот возвращаюсь вот к своему ряду. Следующий ряд у меня опять будет, поняли, да? Опять будут окошечки. Я буду провязывать окошечки, окошечки, окошечки. И в данном случае здесь у меня тоже получается будет ряд окошечек. Поняли? То есть мы ничего не меняем. Мы ничего не меняем. После этого ряда у нас тут пышные столбики. 2 ряда окошки, пышные столбики. 2 ряда окошки, пышные столбики. Давайте сейчас вместе вот так вот здесь провяжем до уголка. Так? А здесь от уголка я вам покажу. Договорились? Несложно. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот мы начали наш ряд, второй ряд окошечек. Так, все по порядку. 2 ряда окошек. Дошли до уголка. Так, провязали уголок. Тут все без изменений. Дальше делаем, смотрите, воздушная петелька, пропускаем 1 столбик. В следующий столбик провязываем столбик с накидом. Воздушная петелька, пропускаем 1 воздушную петельку. И в следующий, получается, петельку столбик с накидом. Воздушная петелька, пропускаем столбик с накидом. Формируем вот такие вот окошечки. Здесь не торопитесь, так, аккуратно. Воздушная петелька. Смотрим по низу наших, получается, петелек. Видите, видно, здесь петелька растянулась, она, возможно, смущает вас, да? То есть не смущайтесь. Вот эту петельку пропускаем, смотрим по нижнему краю, так будет удобнее. И в следующую петельку мы провязываем столбик с накидом. Есть. Воздушная петелька. Опять, видите, петелька потянулась, но мы не обращаем на это внимания. Потом все будет хорошо. По нижнему краю петелька 1 пропускаем. Следующую петельку мы провязываем столбик с накидом. И вот так вот аккуратно, медленно, тихонечко вы набираете опять вот такие вот интересные окошечки. И дальше с вами будем провязывать. Давайте до конца рукава провяжем, там дальше встретимся. У вас получится. Итак, смотрите, вот мы провязали наши столбики, наши окошечки, полностью весь рукавчик готов. И я уже продолжаю дальше вязать. Для себя, для самоконтроля вы можете посчитать количество столбиков, которые у вас здесь получилось, сравнить с количеством пышных столбиков, которые у нас по низу идут. У меня получается по итогу 23 и 23, то есть все нормально, все ровно, нигде, так скажем, лишнего ничего не провязано. И дальше, получается, идем по кругу, так? По кругу провязываем, провязываем, переходим опять до следующего рукава. И здесь опять аккуратненько, спокойно, не торопясь. Точно так же вы делаете квадратики, провязываете столбики с воздушными петельками, поворачиваете уголок и возвращаетесь, так скажем, в исходную позицию. Все. И в дальнейшем, получается, вы провязываете точно так же. Дальше у вас будут столбики, вот эти вот объемные, да, потом опять 2 ряда окошечек, опять объемные столбики, 2 ряда окошечек. Как можно сориентироваться, сколько же вообще вязать? Опять смотрим на нашу вот эту вот схемку, табличку. Она, конечно, приблизительно. Если у вас есть модель рядышком, да, на которую можно померить, то это хорошо. Если нет, ориентируемся, получается, на наши циферки. Итак, вот наш рукавчик мы посмотрели, так. Вот центр квадратика, вот вы вяжете, вяжете, вяжете. Рукавчики будут чуть выше, поняли, да, вашего большого-большого квадрата. И ориентируйтесь, смотрите, получается, вот наш размерчик, вот от рисочки до рисочки. Если, например, у меня это 44 размер, вот 44 размер, да, то получается я ориентируюсь, это у меня будет 86 сантиметров полностью весь мой квадрат. Ну, если я, так скажем, меня устраивает данный размер, поняли, да? То сейчас на данный момент вы провязываете, опять увеличиваете квадрат все больше и больше и больше до такой степени, чтобы он у вас увеличился практически в 2 раза. Поняли? То есть у меня было 44 отсюда до сюда, теперь у меня будет 86. Вот такая красота. Давайте вязать. У вас получится. Так, смотрите, вот мы вязали наш большой квадратик. Так, вот рукав. Так, как ориентир мы с вами остановились на данном этапе. Делали, получается, ряд из окошечек. И дальше мы, получается, увеличивали наш квадрат до нужного вам размера. Вот я провязала до нужного мне размера. Смотрим на нашу схемку. Если у вас есть модель, меряем на модели. Если нет, то ориентируемся на схемку. У меня получается вот моя циферка 44. От рукава до рукава первый квадратик был 44, получается, сантиметров. Вот на расстоянии. Дальше. Вот мой рукав. Так.
Дальше провязываем еще несколько рядочков. Я ориентируюсь опять же на свои циферки. Раз, два, три, четыре, пять. Моя циферка пятая. У меня должно быть 86 сантиметров от начала до окончания моего квадратика. То есть полностью большой квадратик 86. И когда я провязала 86, да, у меня получается ряд начинается и заканчивается вот здесь сверху. Я уже закончила здесь ряд и оторвала ниточку. Дальше моя задача будет провязывать левую и правую полочки. Итак, вот я повернула свое вязание. Это мой рукав. Поняли, да? Рукав. Я, получается, опускаюсь вниз к подолу, так скажем. Вот мой уголочек. Беру новую ниточку и присоединяюсь. Здесь ничего сложного нет. Вот у нас здесь с вами уголочек, состоящий из арочки. Так, я в эту арочку нырнула. Дальше я захватываю рабочую ниточку, как мы начинаем любое вязание. То есть мы вот таким вот образом ее фиксируем. И вот этой вот петелькой, которая у нас сформировалась, мы ныряем, получается, вот в эту арочку и сразу же провязываем 3 воздушные петельки подъема. Раз, два, три. Это имитация столбика с накидом. Далее делаем одну воздушную петельку по узорчику, итого 4 воздушные петельки, накид. Теперь смотрите, вот наши 2 столбика, которые были в арочке. Первый пропускаем, начинаем провязывать со второго. Беремся за верхушку и провязываем верхушку столбик с накидом. Первое окошко готово. То есть окошко. Почему окошко? Потому что у меня ряд закончился, мое вязание, именно пышными столбиками. Если у вас закончился окошками, то вы будете провязывать здесь пышные столбики. Поняли, да? То есть мы продолжаем наш узорчик. Итак, у меня получается окошки. Опять воздушная петелька. Идем дальше. Вот, беремся за верхушку пышного столбика и провязываем столбик с накидом. Воздушная петелька. За верхушку пышного столбика провязываем столбик с накидом. То есть все, как мы с вами провязывали, вы провязываете просто до конца ряда. Вы уже не идете по всему квадратику, просто по одной стороне. Угу. Давайте провяжем сейчас до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю, и мы с вами обратно возвращаемся опять теми же самыми квадратиками. Продолжаем наш узорчик. Поняли принцип? Все, то есть вот наши 2 ряда окошечек. Дальше пышный столбик. Опять раз ряд окошечек, потом будет второй ряд окошечек и пышные столбики. Угу. Все, сейчас провязывайте до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. У вас получится. Так, смотрите, вот мы с вами довязали до конца ряда. Ориентир наш рукавчик, чтобы вы понимали, где мы вяжем, да? Мы дошли, получается, до верха. И как заканчиваем ряд? После последнего столбика, вот у нас, видите, в арочку 2 столбика, сделали воздушную петельку, накид, и вот в эту арочку нырнули и провязали столбик с накидом. На этом наш ряд закончен. Дальше мы делаем 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворачиваем наше вязание. Поняли, да? То есть разворачиваемся и шагаем обратно точно так же, только сверху получается вниз. И у нас по узорчику идет следующий ряд. Опять окошки. Вот. То есть мы с вами провязываем 5 окошки. Одна воздушная петелька. Итого здесь будут 4 воздушные петельки. И шагаем вот верхушку столбика, провязываем столбик с накидом. Несложно. Воздушная петелька. Следующий получается столбик, столбик с накидом. Воздушная петелька. Столбик с накидом. И вот так шагаем до конца нашего ряда. Мы сохраняем наш узорчик. То есть здесь вообще никаких сложностей быть не должно. То есть мы вяжем не по кругу, мы вяжем влево-вправо, скажем, таким челночным ходом. Все. Все. И вот наш опять второй ряд, как мы с вами и провязывали наши квадратики. Все, давайте до конца ряда, потом в конце ряда я вас встречу. У вас получится. Так, смотрите, вот мы с вами провязали до конца нашего ряда. Вот мы с вами здесь начинали, вот наша ниточка. Так, как мы заканчиваем ряд? Вот наш последний столбик мы сделали. Дальше воздушная петелька. И здесь, помните, у нас были 3 петельки подъема и петелька 1 воздушная по узорчику. Одну петельку воздушную по узорчику пропускаем. Так. И в 3-ю петельку подъема провязываем столбик с накидом. На этом наш ряд закончен. Все наши окошечки ровненькие, аккуратненькие. Дальше мы делаем 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворачиваем опять наше вязание. Так. То есть мы договорились. Здесь мы будем с вами поворачивать наше вязание и смотрим по узорчику. У нас следующий ряд идет пышными столбиками, так? И они у нас здесь пышные, рельефные, лицевые. То есть все то же самое. Итак, накид. Давайте вернемся на ряд ниже, то есть задействуем первый все-таки наш этот вот столбик
И провязываем пышный столбик. Раз, захватили, как мы с вами провязывали. 2, 3. Зафиксировали, воздушная петелька. Тут без изменений. Следующий получается наш столбик. Точно так же. Танцуем около столбика. Делаем наш пышный столбик рельефным лицевым. Оп. Зафиксировали, воздушная петелька. Следующий получается столбик. Точно так же. То есть здесь у вас вопросов не должно возникнуть. Вы так уже провязывали. Данный ряд будет без особенностей. Провязали, зафиксировали, воздушная петелька. И опять пышный столбик наш. Провязали, зафиксировали, воздушная петелька. И вот так вот шагаете по нашим окошечкам. То есть вот смотрим, получается, на наш узорчик. Вот наши пышные столбики, вот наши пышные столбики. Ничего сложного. Все, давайте самостоятельно шагайте пышными столбиками до конца ряда. И в конце ряда встречаемся. У вас получится. Так, смотрите, вот мы довязали наши пышные столбики, рельефные, лицевые, практически до конца ряда. Как мы заканчиваем ряд? Вот последний пышный столбик, воздушная петелька. И вот у нас последняя получается наша, как бы, ножка, да, нашего окошечка. И мы за нее хватаемся и точно так же провязываем еще последний, самый пышный столбик, рельефный, лицевой. Провязали, зафиксировали. Все. Теперь 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворачиваем опять наше вязание. Так. И теперь у нас по порядку, помните, да, должно быть 2 ряда окошечек. То есть здесь без изменений. 3 петельки подъема сделали. Это имитация столбика с накидом. Дальше идет воздушная петелька, окошечко по узорчику. И вот у нас верхушка получается нашего пышного столбика. Так, мы, получается, шагаем в следующий столбик. И в следующий столбик мы аккуратненько вот так провязываем столбик с накидом. Воздушная петелька. Опять следующий пышный столбик, беремся за верхушечку и аккуратненько провязываем столбик с накидом. Опять формируем наши окошечки. Здесь вообще ничего сложного нет. Я думаю, вы справитесь самостоятельно. Поэтому я вам предлагаю сейчас самостоятельно провязать ряд окошечек, да, столбики с накидом, с воздушными петельками. Повернуться и вернуться назад опять точно таким же рядом с окошечками. Поняли? То есть сейчас получается, вы самостоятельно провязываете ряд с окошечками и возвращаетесь обратно. То есть 2 ряда провязывайте самостоятельно. Раз, вернулись 2. И здесь я вас встречу. Договорились? Потому что это несложно, у вас получится. Давайте. Так, смотрите, вот получается провязали мы 2 ряда наших окошечек. Вернулись обратно. Я вас здесь оставила, да? Вот, все, ничего сложного. Заканчиваем ряд ровненько. 3 петельки подъема провязываем последний столбик с накидом. И дальше, по идее, мы с вами должны повернуть наше вязание. И для того, чтобы сохранился наш узорчик, так, мы должны будем провязать вот эти вот наши пышные столбики рельефные изнаночными. И вы знаете, я попробовала провязать их изнаночными. На самом деле получается не очень красиво. То есть не повторяется такая же форма пышных столбиков. Нам нужно, чтобы повторялось. Поэтому я предлагаю вам ниточку здесь отрезать. Так. Мы здесь отрежем ниточку и возвращаемся опять на начало нашего ряда, для того, чтобы мы провязали наши пышные столбики именно рельефными лицевыми, потому что рельефными изнаночными они все-таки получаются не такими симпатичными. Понятно? Вы можете попробовать провязать рельефными изнаночными, но я вернусь, так скажем, отрежу ниточку и вернусь на начало ряда и буду провязывать следующий ряд. Вот пышные столбики, рельефные, лицевые. Итак, вот я отрезала ниточку, я ее зафиксировала, потом я ее, конечно, спрячу. Я возвращаюсь на начало своего ряда. Так, вот я отсюда начинала, помните, вязать. И точно так же буду присоединяться, получается, вот с этого краешка, с этого столбика самого первого, 3 петельки подъема, точно так же, как я присоединялась ниже. Итак, здесь у нас были 3 петельки подъема и 1 воздушная петелька по узорчику. Аккуратненько в 3-ю петельку нырнула. Теперь я беру свою рабочую ниточку. Точно так же я ее фиксирую, как мы все время фиксируем при начале вязания. Есть. И эту же петельку протягиваю через вот эту нашу петельку столбика с накидом. Теперь 3 петельки подъема. 1, 2, 3. И я возвращаюсь на ряд ниже.
И начинаю провязывать пышный столбик. Раз, два, три. И зафиксировали. То есть здесь все как всегда. Провязали одну воздушную петельку. Точно так же идем по порядку в следующий столбик. Раз, два, три. Зафиксировали. И воздушная петелька. И так далее. Понятно, да? То есть, конечно, вы можете попробовать провязать рельефный изнаночный, повторюсь, но мне кажется, он не такой получается симпатичный и как бы не одинаковый. Да? То есть, когда просто рельефные столбики, они так как бы незаметно. А когда вот данный наш такой вот интересный пышный столбик, ноу-хау такое, да, то получается немножечко заметно и отличаются. А у нас все должно быть одинаково. Все, и вот так вот шагаете. То есть вы сохраняете полностью рисунок, получается 2 ряда у нас окошечки, пышные столбики. 2 ряда окошечки, дальше пышные столбики. Будут 2 ряда окошечки, пышные столбики и так далее. Четко вы провязываете по схемке, которую я вам показывала. Угу. И когда провяжете, точно таким же образом будете провязывать и вторую полочку. Вообще ничего сложного. Давайте, у вас получится. Итак, смотрите, вот мы провязали с вами левую и правую полочки. Вот наша рабочая схемка, полочки, так. Либо вы провязывали точно такое же количество сантиметров, которое указано здесь у вас непосредственно в вашей схемке, либо просто мерили на модельке и необходимое количество рядочков здесь провязывали. Теперь приступаем к рукавам. Смотрите, вот наши рукавчики, так. И здесь, как бы, я так понимаю, что схематично показано, что мы будем их, так скажем, убавлять до кистей. Здесь нам указан один размер, 53. То есть для кого-то это может быть длинный размер, да, для кого-то это может быть короткий, поэтому точно так же смотрите под себя. То есть вы будете делать, например, рукавчик, он у вас будет загибом, либо он у вас будет 3/4, либо это будет как футболочка. То есть здесь вообще полностью на ваше усмотрение, как вашей фантазии хватит. Присоединяемся мы, получается, я вот буду присоединяться от подмышечки, и потом будем вязать с вами по кругу, потихонечку убавляя. Я вам сейчас все покажу. Угу. Так, смотрите, вот мой рукавчик. Вот он, я повернула его. Это получается подмышка у меня с правой стороны. Я, смотрите, присоединяюсь вот над каждой шишечкой, у нас будет опять находиться такое же окошечко, как мы провязывали. То есть мы повторяем тот же самый узорчик. Так, вот, смотрите, самая первая шишечка. Я ввожу над ней крючок, захватываю рабочую нитку, делаю вот такую вот петельку фиксации, как мы все время делаем при начале любого вязания. И протягиваю эту петельку вот через верхушку нашей шишечки. Дальше буду делать 3 петельки подъема. В это время я хочу как раз вот этот кончик как бы запутать и ввести в вязание. Воздушная петелька раз. Теперь я кончик, смотрите, делаю слева направо перед рабочей ниткой. Вторую воздушную петельку. Справа налево. Так вот как бы путаю ее. Видите? Опять делаю воздушную петельку. Третью. Теперь у нас будет воздушная петелька по узорчику. И мы, смотрите, шагаем с вами вот верхушку следующего пышного столбика, как мы с вами их шагали, и провязываем столбик с накидом. Есть. Воздушная петелька, следующая верхушка пышного столбика, столбик с накидом. Воздушная петелька и опять столбик с накидом. И так вот вы шагаете до плечика, так скажем, да, до верхушки нашего рукава, как ориентир. И вот так вот шагаете, делаете первый ряд наших окошечек. То есть мы точно так же повторяем наш узорчик. Тут вообще ничего сложного. Видите? Вот наши окошечки получаются. Давайте вы самостоятельно провяжете вот до верхушечки. Видите? Вот последний пышный столбик, а потом здесь вот наши два столбика, уголок. Помните, да? Вот на этом этапе я вас встречу. Договорились? То есть вы вот этот вот ряд провяжете самостоятельно. Давайте, несложно у вас получится. Итак, смотрите, вот мы, получается, провязали с вами от подмышечки, да, дошли до верха нашего рукавчика. Вот наш последний пышный столбик, мы над ним сделали столбик с накидом. А теперь смотрите, воздушная петелька дальше по порядку. И вот у нас был уголочек, так, нашего квадратика. Воздушную петельку пропускаем, следующий столбик провязываем столбик с накидом.
Продолжаем наше окошечко. И дальше получается вот этот вот поворот, так, на следующую обратную сторону рукавчика мы должны с вами перейти. Вот получается наш пышный столбик, так, верхушечка пышного столбика, так скажем. И мы вот на этом расстоянии, раз, два и до него 3, должны провязать, получается, 3 столбика с накидом, и мы между ними окошечки делать не будем. Договорились? То есть вначале у нас идет воздушная петелька, раз, а потом, смотрите, нырнули, получается, столбик пропустили, вот в это окошечко ныряем, столбик с накидом, раз. Следующий, смотрите, там, где у нас был столбик, вот так вот беремся, столбик с накидом 2. И переключаемся вот там, где у нас получается пышный столбик, вот он, столбик с накидом, беремся аккуратненько за верхушечку, столбик с накидом 3, и все эти, получается, 3 столбика провязываем вместе. И мы как бы сами автоматически, видите, повернулись на противоположную сторону. Поняли? А теперь будете точно так же шагать, как вы шагали вот здесь вот. То есть опять воздушная петелька и переключаемся. Вот здесь на наш столбик. Аккуратненько вот так вот середку нырнули и провязываем столбик с накидом. Раз, формируем окошечки. Воздушная петелька. Столбик с накидом 2. Воздушная петелька. Столбик с накидом 3 и так далее. Для того, чтобы наш узорчик потом шел так вот по кругу. Поняли, да? Теперь вы вот так точно так же провязываете до подмышечки. Поняли, да? То есть вы идете до подмышечки. И вот здесь вот непосредственно я вас опять встречу на подмышечке и покажу, как мы здесь убавим. Договорились? Все. Вот этот вот рядочек самостоятельно у вас получится. Давайте. Итак, смотрите, вот мы с вами провязали рядочек, получается, с обратной стороны рукавчика. Ну, поняли, да, как я объясняю? Вот дошли до подмышечки. Вот наш самый первый столбик, 3 петельки подъема, с которых мы начинали. И вот здесь вот получается, на данном участке, мы должны с вами точно так же провязать, как сверху. То есть у нас будет 3 столбика с общей верхушкой. Вот мы провязали за последний пышный столбик, столбик с накидом, воздушная петелька. Теперь делаем накид. В следующую верхушку следующего столбика нырнули, 2 петельки провязали, стоп. Теперь вот получается окошечко между нашими столбиками, нырнули в окошечко, провязали 2 петельки, стоп. И вот там, где у нас были с вами 3 петельки подъема, вот в третью петельку аккуратненько нырнули, вытянули ниточку, этой же ниточкой провязали все остальные петельки. Все. Видите? Раз, два, 3 у нас получается столбика с общей верхушкой. Идем дальше. Следующий ряд. 3 петельки подъема. Раз, два, 3. Воздушная петелька по узорчику. И у нас идет второй ряд наших окошечек. Так? То есть вот следующий столбик мы провязываем в него. Столбик с накидом. Воздушная петелька. Столбик с накидом. Воздушная петелька. Столбик с накидом. И опять шагаете точно так же. Формируете второй ряд наших окошечек. Тут вообще без изменений. Видите? Вот, из 3 столбиков стал 1. А дальше все опять точно так же, как мы и провязывали. Давайте с вами самостоятельно дойдем, вот, получается, до верхушечки. Там, где у нас были точно так же 3 столбика, видите, с общей верхушкой. Вот. И здесь я вас встречу. Договорились? Провяжем вместе. Давайте, несложно у вас получится. Так, вот мы провязали с вами второй ряд наших окошечек. Дошли до верхушки нашего рукавчика. Вот, помните наши 3 столбика с общей верхушкой. Точно так же столбик провязали, воздушную петельку, и затем вот эту общую верхушку провязываем 1 столбик с накидом, воздушная петелька, и перешагиваем, вот следующий получается столбик, беремся за верхушку, столбик с накидом. Поняли, да? Вот точно так же 3 столбика, из них вышел 1. Все, ничего сложного. И дальше опять провязываем, точно так же шагаем, нашими столбиками с накидом формируем окошечки и шагаем до подмышки. Поняли? Все, и там я вас опять встречаю. Не сложно? Не сложно. Давайте. Итак, смотрите, вот мы с вами, получается, опять дошли до подмышечки. Вот начало нашего ряда. Мы провязали последний столбик, воздушная петелька. И присоединяемся, получается, к третьей петельке подъема соединительной петелькой. Так вот, раз. И присоединились. Вот, видите? Из 3 столбиков вышел 1 столбик. Это получается у нас 2 ряда окошечек. Следующий ряд у нас будет пышными столбиками. Помните, да? Итак, 3 петельки подъема. Раз, два, 3.
накид, возвращаемся на ряд ниже и провязываем наш пышный столбик. Здесь ничего особенного. То есть вы сейчас полностью по кругу пойдете провязывать вот такие пышные столбики. Тут вообще без особенностей. Нигде ничего убавлять не надо. Нигде ничего, так скажем, контролировать не надо. Просто по столбикам ниже стоящего ряда проходим и провязываем пышные столбики. Поняли? То есть здесь вообще никаких сложностей не должно быть у вас. Итак, сейчас вы по кругу самостоятельно провязываете вот так вот пышные столбики. По кругу прошли. Здесь с вами встретимся, и я покажу, что будем делать дальше. Договорились? Все, несложно. Итак, по кругу самостоятельно и доходим вот до начала нашего, получается, пышного столбика. Все, несложно, у вас получится, давайте. Итак, смотрите, вот мы провязали с вами по кругу целый ряд нашими пышными столбиками. Вот мы провязываем, получается, последний пышный столбик, воздушная петелька, и присоединяемся к верхушке самого первого нашего пышного столбика. Беремся за верхушечку и соединительной петелькой. Все. Вот по кругу мы вот так вот закончили наше вязание. Дальше наша с вами задача. Над каждым, получается, пышным столбиком опять будем делать столбики с накидом, формируя окошечки. Но при этом вот этот вот центральный столбик пышный, слева от него и справа от него мы будем делать точно так же 3 столбика с общей верхушкой. Поняли? Для начала здесь мы сделаем 2 воздушные петельки подъема. Так? Это как наш столбик с накидом не до конца провязанный. Накид без воздушных петелек. Переключаемся на верхушку пышного столбика и провязываем столбик с накидом вот так вот. Когда мы с вами пройдем по кругу, так, то получается вот этот вот пышный столбик, от него будем провязывать столбик с накидом, тоже без воздушной петельки, соединять, и получается как 3 опять столбика с общей верхушкой получится. Ну, я надеюсь, поняли, пока повторяйте вот так вот за руками, воздушная петелька, и опять идем по верхушкам и провязываем столбики с накидом. Особенность здесь будет какая? Что здесь получается, начиная с этого ряда, сверху, над наш, получается, наш рукав сверху, мы уменьшать уже не будем. Мы просто вяжем по кругу спокойно. То есть мы в самом начале, в первом ряду сделали убавку, получается, снизу, сверху и все. Дальше вы вяжете четко по кругу, так? Когда дойдете до вот последнего пышного столбика, я вас здесь встречу. Договорились? То есть сейчас ряд полностью по кругу делайте окошечки. Никаких убавок сверху вы не делаете. Понятно? Все, давайте самостоятельно по кругу и встречаемся вот здесь в конце нашего ряда. У вас получится. Так, смотрите, вот мы с вами, получается, провязали вот до нашего начала ряда. Тут у нас 2 петельки подъема и со столбиком с накидом, с общей верхушкой. Вот получается, мы провязываем, смотрите, наш последний столбик, но провязываем не до конца, всего лишь только 2 петельки. А теперь смотрите, я берусь вот за верхушечку, видите? Вот наши петельки подъема были, столбик, вот эту общую верхушку берусь, ниточку захватываю и ее протягиваю вот таким вот образом. И у нас получилось, что видите, вот наши 3 столбика с общей верхушкой. Нам этого и нужно было. Как бы вот наша убавочка. Дальше 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Воздушная петелька для окошка. И дальше вот по порядку шагаем. Опять делаем второй ряд наших окошечек. Опять же здесь все без изменений. Целый круг. Это ряд с окошечками. Поняли, да? То есть точно так же, как мы делали в самом начале. Вначале вот такая вот метелочка. 3 столбика с общей верхушкой. Потом 1 столбик. Видите? И над каждым столбиком пышные столбики. Потом опять 3 столбика с общей верхушкой. Вот такая вот метелочка. Над ним 1 столбик. Поняли, да? То есть сейчас весь ряд провязывайте вторым рядом окошечек. Ну и здесь, получается, я вас встречу, закончу вместе ряд. Угу. Несложно? Понятно? Я думаю, что все понятно, у вас получится. Давайте. Так, смотрите, вот я провязала второй ряд наших окошечек. Дошла до начала ряда. Так, вот у нас последний столбик мы провязываем обычным столбиком с накидом. Воздушная петелька и присоединяемся к 3 петельке подъема. Все, тут получается без изменений. Вот у нас ряд ниже было, получается, уменьшение, да, наших столбиков. Дальше у нас идет обычный столбик, как и был столбик. И теперь, получается, провязываем пышный столбик. 1, 2, 3 петельки подъема и ныряем, получается, танцуем вокруг нашего столбика предыдущего ряда и провязываем пышный столбик. Здесь все без изменений. То есть мы это умеем уже делать.
зафиксировали воздушная петелька и так далее. То есть вот таким вот образом вы можете делать убавки у вашего рукава. Это будет незаметно, это будет с внутренней стороны рукава под мышечкой. То есть это будет очень аккуратно, и потихонечку рукав ваш будет ширина уменьшаться. Сколько делать убавок, смотрите сами для себя. Я планирую сделать их 8. То есть получается, раз я уже сделала, 2 я сделала, еще будет мне таких 6, получается раз. А потом я планирую вязать уже без убавок, то есть до нужной длины моего рукава. Повторюсь, вы можете делать рукавчик, как у футболочки, можете 3/4, можете делать длинный, вы можете его заворачивать в один загиб, в два загиба, на ваше усмотрение. Точно так же вы можете на ваше усмотрение делать ширину вашего рукава. Он может быть широкий, он может быть, вы делаете убавочку, он будет уже, уже и уже. То есть на ваше усмотрение. Принцип, надеюсь, убавки понятен. Так? Давайте провяжите самостоятельно, сколько вам необходимо убавочек. Я ориентируюсь на 8 убавочек. Вы можете больше, можете меньше. Ну и потом провязываем до нужной длины рукава. Я планирую просто до щиколоточки, то есть без особенностей. Учитывая, что пряжа будет тянуться, данная ниточка, вполне возможно, в процессе носки у меня рукавчик загнется. Поняли? То есть поэтому длинный сильно я вязать не хочу из-за этого. Все, несложно, несложно. Давайте провязывайте рукавчик. Точно таким же образом провязывайте второй рукавчик. И встречаемся, смотрим, что у нас получается. Я думаю, что у вас получится очень здорово. Давайте всем равных петелек. Итак, смотрите, когда вы уже провязали полностью, да, ваш кардиган практически готов, полочки готовы, рукавчики ваши готовы, нам необходимо перевернуть полностью наше вязание на противоположную сторону, потому что противоположная сторона, смотрите, выглядит более симпатично, так? То есть мы с вами вязали, когда мы вязали вот на этой стороне, правильно? Наши пышные столбики. А теперь мы полностью наше изделие переворачиваем, и наши пышные столбики, которые были лицевыми, мы их провязывали, они становятся изнаночными, и за счет этого узорчик начинает играть более симпатично. Итак, как мы обвязываем? Я предлагаю сделать несложную обвязку, буквально столбики без накида. То есть получается, там, где у нас были пышные столбики на рукавчике, заканчиваем ряд пышными столбиками наше вязание. И затем над каждым пышным столбиком столбики без накида, без воздушных петель. Просто столбики без накида. Так? Точно так же мы обвязываем по периметру все наше изделие. Вот полочка наша, так? Над пышным столбиком столбик без накида. Никаких воздушных петелек не надо. Потому что будет фалдить, будет некрасиво. А вот здесь, когда мы поворачиваемся с вами, да, когда у нас такая вот полочка сверху и снизу, здесь нужно подобрать вам эмпирическим путем под вашу плотность вязания, под вашу пряжу, чтобы и не стягивала край, и не фалдила. Поняли? То есть я, получается, здесь вот над пышным столбиком у меня столбик без накида, затем петелька подъема, столбик без накида. Дальше вот наш столбик, который был с накидом, за верхушечку провязала столбик без накида. Там, где был петельки подъема, столбик без накида. То есть вначале я провязала, у меня немножко вязание стянулось. Я сделала немножечко пошире, так скажем, добавила столбики без накида. Вы точно так же провяжете, посмотрите, стягивает вязание, либо наоборот фалдит. То есть регулируйте столбики в зависимости от своей пряжи, от своей плотности вязания, от своей руки. Понятно, да? А когда уже переходим вот полностью на квадратик, поняли, да, о чем я говорю, то опять же над каждым пышным столбиком провязываете столбик без накида. Никаких воздушных петелек. Этого достаточно. Я думаю, что тяжелые какие-то обвязки здесь не нужны. Здесь так все ровненько, аккуратненько. Самое главное, не забудьте перевернуть вязание. Поняли, да? То здесь у нас все столбики рельефные, изнаночные. И вот здесь как раз происходит вся обвязочка. Все несложно. Давайте, у вас получится. Итак, вот полностью связан и обвязан мой кардиган. Все ровненько, все аккуратненько. Я взвешивала, сколько получается пряжи у меня ушло на готовое изделие. Получилось ровно 750 грамм. Это получается мои ниточки по 100 грамм. Это 7 моточков с половиной. В принципе, это, конечно, многовато. Вы можете немножечко облегчить данный узорчик. Вы можете сделать ряд, например, не один, да, вот с воздушными петельками, со столбиками, а 2 ряда и пышный столбик, 2 ряда и пышный столбик. То есть пышные столбики кушают много пряжи. Сразу же говорю, наверняка многие об этом знают. Но я хотела сделать именно такой кардиган, именно в таком узоре, именно в такой расцветке, поэтому как бы меня в принципе все устраивает. То есть изделие получилось. Вы в свою очередь
можете вязать таким же узором. Когда вы поймете принцип, вы можете узорчик менять, какой хотите. Вы можете брать любую пряжу. Вы можете сделать точно так же по размерам, которые я показывала. Можете свои размеры придумать. Можете подлиннее сделать, можете покороче. То есть, когда поняли принцип, вы уже можете как дизайнер вязать так, как вы захотите. То есть, вот в моем случае с моими размерами у меня ушло 7,5 моточков. Ну что ж, давайте и вы показывайте свои готовые изделия. Присылайте в Инстаграм, будет интересно посмотреть, что у вас получилось. Ну что ж, всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.